Всем приветики! Вчера проводила опрос, будем ли делать обзор пустых баночек, и так как большинство ответили, что за, не зря их собирала так долго, и все-таки это кому-то нужно, поэтому сегодня мы делаем обзор пустых баночек. Я постаралась из всех продуктов, которые здесь использую, оставить только те, которые, в принципе, вы можете купить в любой стране, в том числе в России. Специально перепроверила различные маркетплейсы, сравнила стоимости, и сейчас буду рассказывать об этом вам. В первую очередь, постоянно пользуюсь сухими шампунями от Batiste. Да, уже 100 раз все кричат из разных источников, что это лучшие шампуни, и переплюнуть их уже, кажется, невозможно. Поэтому, как видите, как минимум 2 баночки у меня сохранилось пустые. И это еще на самом деле не все. То есть я копила то, что у меня сейчас будет показано где-то полгода, но не стала копить прям все баночки. То есть, поверьте мне на слово, тут можно еще x2, x3. У меня почему-то возникает желание поэкспериментировать. Когда я вижу какую-то необычную новую марку, одним из таких разочарований было такой вот шампунь Sabrina. Не работает вообще, если встретите эту марку. То есть цены я сейчас привожу, если найду на одном из маркетплейсов, соответственно, сейчас здесь где-то будет вот здесь или здесь скрин. Так что Sabrina не берем. Следующий сухой шампунь – это шампунь Balea. Здесь он один из самых дешевых, который я вообще смогла найти, с запахом гавайского кокоса. Для тех, кто любит сладкие, приятные такие шлейфовые ароматы, иногда даже я бывает думаю, откуда это пахнет, а потом понимаю, что это от моих волос. Целый день держится такой, сначала немножко навязчивый, может быть, сладковатый запах, но потом он уже, в принципе, становится таким приятным. Он на рубли порядка 150 рублей, работает так же, как Batiste. То есть почти никакой разницы не вижу, ну, может быть, плюс-минус, там, не так надолго хватает самого эффекта, но мне очень понравилось, то есть, учитывая, что можно купить несколько бутылечков эквивалентной стоимости Batiste, можно брать. Идем к лакам для волос. Опять начнем с бестселлера. То есть мы гоняемся здесь за вот этим лаком постоянно. Я не особо пользуюсь лаками, но мой супруг постоянно делает укладки, и ему не нравятся разные пасты, вот эти глины, еще что-то. Он любит именно этот лак. Ему нравится, чтобы волосы выглядели естественно. И вот этот лак идеально с этим справляется. То есть он не весом, не заметен, и при этом выполняет все заявленные обещания. Периодически, когда он у нас заканчивается, мы покупаем, опять-таки, начинаем бросаться в какие-то эксперименты, начиная от самых дешевых, по стоимости близких к прелести, к лаку прелесть за 150 рублей, хотя он, наверное, тоже сейчас уже не столько стоит. В этот раз это турецкий, насколько я помню. Да, турецкий, сделан в Стамбуле. Лак для волос Niche Man Ultra Strong Fixation. Для стайлинга, для мужчин, то есть это такой какой-то прикол, по-моему, я стала все чаще и чаще сталкиваться с баночками, на которых написано «для мужчины». Взяли мы этот лак, который для мужчин, и говно-говно. То есть ничем не выделяющийся среди всех остальных, тоже продается на большинстве маркетплейсов. Если он будет по акции, может быть, и можно взять, но в целом, если хотите какой-то стайлинг, и уже вы пользуетесь до этого нормальным лаком и знаете, с чем сравнивать, то, конечно, проходите мимо. Перейдем к уходовым средствам для волос. Нашумевший эликсир итальянский для волос 12 в одном. То есть я, как со своими убитыми крашенными волосами, палочками-фручалочками, все со мной согласятся, это вот такие средства несмывайки. Все они достаточно такой кондиционероподобной текстуры. Сейчас я перешла на лекаты, буду пробовать, еще ни разу не пробовала. До этого чаще всего, наверное, банок 5 у меня было от Olin, когда я еще была дома. Здесь, к сожалению, этого нет, и приходится выкручиваться тем, что попадется под руку, и очень много уходит времени и денег на эксперименты. Консультант мне рекламировал то, что взять вот это я решила попробовать, хотя я никогда не доверяю консультантам и не покупаю советов консультантов что-либо. Мельком почитала на каком-то отзывике несколько комментариев по этому поводу и решила взять. Уже последние разы я старалась, прям уже, мне хотелось его добить, чтобы снять это видео, рассказать и уже выкинуть наконец эту баночку. На своих волосах я какого-то суперэффекта не заметила, то есть чтобы можно было сказать, что вот эти все не работали, а вот после этого у меня там супер шикарные волосы, идеально расчесываются, и там и сияют, и все прочее. Такого не было. Можно брать, работает, волосы расчесываются, все хорошо. Продолжим с уходовыми средствами для волос. Понравилась баночка, я беру ее. О, какая интересная, я в таком, например, формате не пробовала. И вот одна из них, обе из них фирма Selective, тоже итальянская. Это опять
15 уже в одном, теперь не 12 в одном какая-то несмываечка. В этот раз я была жертвой маркетинга и взяла вот в таком необычном формате, как дезодорант, кератиновый спрей. Реструктурирующий, что-то такое, регенерирует. Даже на русском языке есть в инструкции. Но это, как по мне, очень переоцененное. Ну, вот эту штуку не берите, я не знаю. Я просто по консистенции как лак для волос, или как какая-то водичка в бутылочке дезодоранта, или как дезодорант реально. Какого-то суперэффекта я тоже не увидела. То есть, а стоит она, здесь она не очень дорогая, как оказалось, на Золотом Яблоке, и, ну, она какая-то такая дороговатая, как по мне. То есть, если бы я заплатила ту цену, которую я там увидела, я была бы очень-очень разочарована. И второй продукт тоже от Selective, тоже посмотрела стоимости, немножко была шокирована. All-in-One 15. Это для окрашенных волос, вот, Color. Типа даже красненький, такой прям подходящий к моему цвету волос. Мне хотелось что-то более бюджетное, но потом я увидела цену, конечно. Было приятно, что я смогла попробовать такой продукт. Намного дешевле, чем он стоит в Золотом Яблоке. Здесь такая вроде симпатичная коробочка, все так красиво. Инструкция просто вот как будто бы лекарство, то есть еще тут 15 преимуществ, то есть на всех языках, то есть такая итальянская, как будто бы премиальная марка, я не знаю, в России, может быть, она позиционируется как премиальная. Мне в последнее время ощущение, что они работают все одинаково, как будто их льют из одной какой-то баночки, одной большой канистры, и как бы они это выполняют, свои минимальные обещания, и типа мне кажется, как будто этого мало, я не знаю. Может быть, я капризная, или типа у меня настолько все плохо с волосами, что мне все время хочется чего-то больше, какого-то эффекта. Я уже забыла, каково расчесывать волосы, когда нет такой какой-нибудь штучки под рукой. Но в сравнении, естественно, с предыдущим вот этим кератиновым спреем, который вообще точно не надо брать, это имеет право на жизнь. Будем считать, что советую. Перейдем к следующей не менее болезненной теме, которая поднялась у меня в прошлом году, с которой я столкнулась, и это выпадение волос, именно от плохой жесткой воды. В какой-то момент я столкнулась с тем, что волосы просто покрывали вообще все поверхности, то есть я понимала, что вот-вот я, наверное, начну вообще уже видеть залысины на голове. Это очень страшный момент. Я перепробовала множество еще, и типа, будем считать, что вот эти две баночки, и еще, наверное, баночек, может быть, 10 разных, от разных производителей, разные страны, разный бюджет. И я предпочитала брать именно не шампуни почему-то, а лосьоны. Я не доверяю шампуням. Я считаю, что лучше брать лосьон, втирать его. Особенно они, большинство которых я, по крайней мере, те, которые я беру, они всегда на натуральных травах с активными компонентами. Ну, в частности, когда я смотрю на состав, я приглядываюсь к тому, чтобы был кофеин, что-то типа там с жгучим перцем для стимуляции роста и кровообращения в луковицах волосяных. Это было в комплексе подход. И вот эти лосьоны каждый день по 2 раза, то есть я втирала в кожу головы. Я увидела эффект, то что волосы стали, если не лучше расти, как здесь обещают, по крайней мере, было заметно, что выпадение волос остановилось, потому что когда ты берешь там какую-то прядь, и у тебя целый клок волос в руке остается, это просто что-то очень страшное. Не советую до такого доводить, и надеюсь, никто из вас с таким не столкнется. Так как я подняла только что тему о плохой воде и то, как это тоже воздействует на волосы, сразу вдогонку хотела сказать, что вот у нас такой спаситель. Это сульфсена паста, я и раньше ей когда-то пользовалась, и она всегда выручала и паста, и шампунь. Шампунь-пилинг причем. Я долго с этим боролась, уже перепробовала много шампуней и думала, что у меня какая-то аллергия на шампунь, потому что у меня очень чувствительные волосы, и даже шампуни, которые не вызывают изначально аллергию, через какое-то время, видимо, волосы или там кожа головы привыкает, и возникает одна и та же идиотская вот эта реакция, все чешется. Шампуни, перейдем к шампуням, которые я за это время перепробовала. Извините, что упаковки, может, уже некрасивые, потому что они стоят в ванной, и на них льется вода. Но тут даже по упаковке можно, если приглядеться, увидеть известковый налет. Это было, во-первых, от Ronnie для окрашенных волос, то есть это было куплено в профессиональном магазине. Достаточно бюджетный шампунь, несмотря на то, что он профессиональный, считается, и сделано в Великобритании. Я сейчас не могу сказать, плохой он или хороший, потому что большую часть мы потом его использовали как гель для душа, потому что практически там с какого-нибудь 5-го применения он тоже вызвал у меня ужасную эту аллергию. Я не знаю, на него ли жаловаться или жаловаться опять на воду. В общем,
Я не знаю, можно ли его сказать, что я его распробовала, но дальше пользоваться я им не смогла. И вот такой, как у нас бывает там рецепты бабушки Агафьи, вот такой шампунь мы это использовали с крапивой, с какими-то цветами, там что-то на каких-то отварах. Ну, иногда такое ощущение, что нужно вот эти вот брать, либо, я не знаю, хозяйственным мылом голову мыть, и результат будет один и тот же. И вот, продолжая череду этих шампуней, начиная от дешевых, которые я показывала до этого, почти бесплатных, и заканчивая разрекламированными марками типа Inside. Лично у меня, как я потом выяснила, типа, я не могла понять, что происходит, и вычитала уже в отзывах, что я не единственная, кто с этим столкнулся. Есть побочки, то есть, может быть, он и работает хорошо, как все заявлено, но лично у меня, как и у некоторых других людей, которые оставляли отзывы на iRecommend, он вызывает зуд. То есть мало того, что у меня так и так было в какой-то момент, сейчас я с этим поборолась, перхоть и дискомфорт кожи головы, это еще больше усилило, то есть это вызывало зуд и усугубляло ту проблему, которая уже есть. Эта побочка не позволила мне использовать его дальше, поэтому именно для Damaged Hair мы не берем, не советую. Также среди уходовых средств за волосами хотела бы упомянуть вот в таком огромном объеме. Запах очень приятный, они у меня уходят очень быстро и расходуются очень много, так как каждый раз, когда я окрашиваю волосы, я смешиваю пигмент с маской. И, соответственно, у меня заодно и окрашивание происходит, и такой типа спа-процедура на несколько часов, ну, как минимум на полчаса. Поэтому такую банку огромную я добила достаточно быстро, я считаю. Если бы раньше, когда я не красила волосы, я, наверное, бы даже не смогла ее закончить до окончания срока годности, то сейчас она ушла просто на раз-два. Ну, в принципе, что ее жалеть, она достаточно была тоже бюджетная, в районе 500 рублей. Если вдруг где-то эту фирму увидите, Pop Art, и вам тоже нужно на постоянку в большом количестве, и хочется часто делать маски какие-то, выдерживать часами, то стоит обратить внимание, сделано в Сербии. Возможно, на каких-то маркетплейсах эта фирма уже тоже появилась.